Реальные фото и видео доказательства, рассекреченные документы и странные инциденты. С вами Фактопс, и после этого выпуска вы поверите в существование инопланетян. А также в конце видео узнаете, когда, по мнению ученых, у нас есть шанс принять первый сигнал от инопланетян. Трэвис Уолтон. Инцидент с НЛО Трэвиса Уолтона был предполагаемым похищением инопланетянами американского работника лесного хозяйства. По словам Уолтона и ряда других членов лесозаготовительной бригады, 5 ноября 1975 года он работал с бригадой по улучшению лесонасаждений в национальном лесу Апачи Сит-Грифс, недалеко от Сноуфлейка, штат Аризона. Во время поездки в грузовике с 6 его коллегами они якобы столкнулись с объектом в форме блюдца, парящим над землей примерно в 110 футах или на высоте 34 метров от них и производящим пронзительный гул. Уолтон говорит, что после того, как он вышел из грузовика и приблизился к объекту, из корабля внезапно появился луч света и лишил его сознания. Остальные 6 якобы испугались и уехали. Уолтон говорит, что очнулся в больничной палате, где за ним наблюдали 3 невысоких лысых существа. Он говорит, что он начал с ними сражаться, пока человек в шлеме не привел Уолтона в другую комнату, где он потерял сознание. Когда 3 других людей надели ему на лицо прозрачную пластиковую маску, Уолтон сказал, что больше ничего не помнит. Пока 5 дней спустя не обнаружил, что идет по шоссе, а летающая тарелка летит над ним. Через несколько дней после заявления Уолтона об НЛО, его наградили призом в размере $5000 за лучшее дело года об НЛО, после того, как они прошли проверку на детекторе лжи. Все сотрудники, которые были там, которые видели космический корабль, все прошли проверку на детекторе лжи. И все прошли, кроме одного, да и то безрезультатно. Как вы считаете, этот инцидент правда? Или, быть может, Трэвис Уолтон все это придумал для привлечения внимания? Напишите в комментариях, это важно. В конце 1950-х годов ВВС США официально запустили проект под названием SIGN. Его задача была в расследовании НЛО, в изучении всех видео и фотодоказательств, а также патрулировании местности на протяжении года. К концу декабря в результате официального обмена письмами проект SIGN был признан секретным официальным проектом с указанием собирать, сопоставлять, оценивать и распространять среди заинтересованных правительственных учреждений и подрядчиков всю информацию о наблюдениях и явлениях в атмосфере, которые могут быть истолкованы как подозрительные. На самом деле, цель проекта заключалась лишь в одном – навсегда опровергнуть существование НЛО. Как бы это ни звучало, у руководителей проекта все получилось с точностью да наоборот. Они сделали свыше 13 тысяч фотографий и видео, и почти 1000 из них не представлялось возможным объяснить ни при помощи науки, ни при помощи технологий, ни вообще никак. Например, 5 апреля 1948 года на базе ВВС Холломан в Нью-Мексико 3 высококвалифицированных наблюдателя за воздушными шарами работали над секретным проектом для лаборатории Ватсона ВВС. Сначала один наблюдатель увидел 2 больших беловатых объекта неправильной округлой формы, летящих очень высоко. Один свернул вправо, начал спускаться по большой петле и внезапно исчез. Второй объект сделал 3 вертикальных петли, прежде чем исчезнуть на огромной скорости по большой дуге на западе. Все были уверены, что объекты не были воздушными шарами и быстрее любого самолета. В конце концов, правительству пришлось классифицировать все эти находки как неопознанные. Глава проекта поддержал неземную гипотезу происхождения объектов, хотя высшие инстанции ее отвергли. Впервые существование проекта было раскрыто в 1959 году, а в 1961 году документы были окончательно рассекречены. Розуэльский инцидент. В 1947 году владелец ранчо Фостер Плейс, фермер Майк Брейзел, однажды ночью во время грозы услышал сильный раскат и увидел вспышку света, и дом задрожал. Поначалу он не придал этому сильного внимания. Утром 3 июля он выехал к загону и обнаружил пропажу овец. Во время поисков он якобы наткнулся на пустырь, засыпанный чем-то блестящим. Вернув скот, он вернулся и разглядел. Было полно кусков непонятного вещества, схожего с фольгой. Оно сминалось и сгибалось, после чего принимало прежнюю форму. Причем материал был очень легкий, но при этом не горел и не повреждался ножом. Также он обнаружил похожие вещи с красноватыми и красными узорами. Эти узоры якобы впоследствии дочь фермера сравнила с цифрами, сосед с китайскими иероглифами, а его сын с древнеиндийским письмом. Всем этим Брейзел нагрузил джип. В последующие дни друзья фермера, которому он это рассказывал, советовали ему обращаться к шерифу. И 6 июля все-таки он это сделал и отвез все это дело на авиабазу Розуэлл.
Пока Брейзел 8 июля пребывал в Розуэле, он успел рассказать о находке по радио на радиостанции, после чего был задержан военными. Радиопередача была якобы остановлена. Спустя несколько дней по всей округе поползли слухи и оживились репортеры. Во второй половине дня 8 июля 1947 года множество газет к западу от Чикаго выпустили публикации с заголовками на первой полосе: на ранчо вблизи Розуэлла захвачена летающая тарелка. На следующий день после этого генерал Рейми выступил по радио с опровержением, в котором говорилось, что упавший объект является не летающим диском, а всего лишь радиолокационным метеозондом. Здесь надо уточнить, что фермер, который обнаружил объект, хорошо знал, как выглядят метеозонды, так как их иногда случайно заносило к нему на ферму с испытательных полигонов. Властям, естественно, пришлось все это комментировать, и найдя единственное разумное объяснение, они им воспользовались. Как мы уже сказали, объект был назван радиолокационным метеозондом. Казалось бы, об истории можно было бы забыть, но вдруг вышло интервью с тем самым шерифом, приехавшим на вызов. Если кратко, то по мнению шерифа, среди всей этой истории правдой являются только слова Брейзела, фермера, который обнаружил обломки. После этого в Розуэлл хлынуло множество туристов в надежде своими глазами увидеть НЛО. Где-то над Нью-Йорком. 4 года назад где-то в небе над Нью-Йорком заметили неопознанный летающий объект. Многие уфологи считают, что это видео является доказательством существования инопланетян. 6 декабря очевидцы увидели, как дискообразный объект движется со сверхзвуковой скоростью над штатом Нью-Йорк. Некоторые пользователи предположили, что загадочным объектом мог оказаться пассажирский самолет, но эта теория быстро отпала, так как у объекта не было крыльев и он темного цвета. Взгляните сами, это совсем не похоже на самолет. Уфологи также уверены, что это не птица и тем более не дрон, так как объект пролетал за облаком. Получается, что ученые сами загнали себя в тупик, и теперь им придется признаться в существовании НЛО. НЛО над Китаем. Жители города Цицикар в северо-восточной провинции Цзэлуцзян, граничит с Россией, заметили в небе пролетающую цепочку из светящихся шаров. По данным на утро 14 февраля 2023 года, житель города по фамилии Цзян сообщил, что в 12 часов 23 минуты по московскому времени он случайно заметил связку неких быстролетящих объектов. Очевидец рассказал, что шары, летящие спереди, загорались один за другим, а те, что были в конце, поочередно гасли. При этом некоторым жителям провинции все же удалось заснять шар. По их словам, он не издает никаких звуков, летит очень высоко и излучает яркий свет. Сотрудники метеобюро Цицикара заявили, что пока не могут объяснить произошедшее. В свою очередь, в канцелярии противовоздушной обороны города призвали не беспокоиться, отметив, что не получали никаких оповещений о проведении военных учений или тренировок. Как бы то ни было, власти страны пока не дали никаких разъяснений по этому поводу. Гуманоид на дороге. Пару лет назад в интернет был загружен этот видеоролик и быстро стал вирусным, разойдясь по соцсетям. В комментариях пользователи оживленно спорят, человек ли это или пришелец. Это жутковатое видео было снято 28 мая 2021 года в индийском штате Джаркханд. В этом месте недавно был построен новый мост. И когда автор видео со своими друзьями поехал по мосту вечером, они увидели впереди нечто очень белое и человекоподобное. Это существо в принципе похоже на крайне истощенного человека, однако двигается оно довольно неплохо для него. На видео хорошо заметно, что у существа очень длинные ноги, длинные руки, нет одежды и полностью безволосая голова. Многие уверены, что это определенно что-то сверхъестественное. Другие относятся к видео со скептицизмом и считают, что это либо подделка в видеоредакторе, либо это просто какой-то очень худой, лысый и, вероятно, больной человек. В американском штате Монтана человек по имени Дональд Бромли установил камеру в районе, известным своими наблюдениями НЛО. Наблюдая за камерой, которую он установил для съемки животных, Бромли подумал, что видит прозрачного человека, однако, просмотрев отснятый материал более внимательно, Бромли заметил, что видит серый объект без какой-либо одежды на нем. У этого человека большая, похожая на луковицу голова и тонкие конечности. Фотография была сделана в штате Монтана.
Ну и то, что вы так долго ждали. Совсем недавно ученые рассказали, когда инопланетяне могут ответить на сигнал Земли. По их мнению, в ближайшие годы у землян есть шанс принять первый сигнал от инопланетян. Ученые из Калифорнийского университета выразили надежду, что инопланетный разум мог перехватить сигнал, который НАСА отправила зонду Пионер-10 в 2002 году. По их данным, послание достигло звезды, расположенной в 27 световых годах от Земли. Эта звезда является белым карликом. Возможному ответному сигналу инопланетян также потребуется время, чтобы достичь Земли. Самое раннее, что мы можем ожидать, это 2029 год. Как по мне, это достаточно интересный срок. А в комментариях обязательно расскажите, видели ли вы НЛО своими глазами и верите ли вы в инопланетную жизнь. А также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.